Приветствую всех на нашем канале. Это видео в основном будет рассчитано для новичков в рыбалке. И сейчас я покажу, как одевать на крючок обычного навозного червя. Вообще эту наживку можно одевать очень многими способами, но я сейчас покажу именно те способы, которыми мы пользуемся на своих рыбалках. И для того, чтобы вам было все хорошо видно, я возьму наш крючок и зафиксирую его вот в таком медицинском зажиме. Первый способ, который я сейчас покажу, он очень распространен среди рыболовов. Это когда мы одеваем червя на крючок так называемым чулком. Показываю. Берем червя и, немного отступив от края, прокалываем его крючком. Вот так. Теперь протаскиваем крючок вдоль тела червя. Аккуратно, чтобы жало нигде не вылезло. Вот, червь должен зайти аж на цевьё. Когда он доходит до конца крючка, вот сюда к петелечке, мы достаем жало. Вот так. Если вдруг у нас очень длинный червь и у него здесь остается длинный конец, его просто вот так вот обрезаем. И вот что у нас получается. Червь насажен вдоль всего крючка. Это очень хороший способ, так как червь надежно находится на крючке и крючка практически не видно. Следующий способ я использую довольно часто и называю его змейка. Берем червя. И один его край прокалываем крючком насквозь. Вот так. Теперь немного отступаем. И опять прокалываем насквозь. Опять отступаем. И снова прокалываем. И так делаем до конца червя. То есть червь получается одет на крючок как бы такой змейкой. Этот способ хорош тем, что с помощью всего одного червя нам удалось визуально создать такой объемный пучок. Это очень актуально для ловли крупной рыбы и также, когда нам нужно сэкономить наживку. То есть обычно, чтобы создать такой букет, нам нужно использовать 3-4 червя или даже больше. А здесь, если у нас, например, заканчивается наживка, мы с помощью одного червя можем создать вот такой вот пучок. Также есть способ, когда червя прокалывают просто посередине. Вот таким вот образом. Червь, насаженный таким способом, остается максимально подвижным и очень хорошо привлекает рыбу. Но мне этот способ не очень нравится, потому как свисает два очень длинных конца, и зачастую рыба просто эти концы объедает и даже не достает до крючка. Но иногда, чтобы рыбу как-то спровоцировать, этот способ можно также использовать. И в конце я покажу именно тот вариант, который я использую чаще всего, наверное, где-то в 95% своих рыбалок. Беру червя и, как в первом способе, одеваю его чулком. Вот здесь возле края прокалываю. Вот так вот протаскиваю по крючку. Червь доходит вот здесь до петелечки, до конца цевья. Достаю конец крючка. И здесь обрезаю под самый крючок. Вот так получается. И теперь одеваю одного или двух опарышей. Во-первых, опарыш здесь выполняет функцию дополнительной наживки. И во-вторых, опарыш удерживает червя на крючке. То есть таким образом червь никогда сам не сползет с нашего крючка. Вот такой вот наживкой, вот таким вариантом я чаще всего пользуюсь. В принципе, я показал все способы, которые мы используем на своих рыбалках. А наших зрителей прошу писать в комментариях,
как это делаете вы. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. До новых встреч! Также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.